Здравствуйте, друзья! Почему ускоряется время? Вот и прошел очередной год. Завтра все мы проводим старый год и встретим новый. Я очень рад, что вы, мои зрители, сейчас со мной. С наступающим Новым годом, друзья! Не замечали ли вы, как быстро стало лететь время? Лично для меня с каждым Новым годом время ускоряется, дни и месяцы пролетают все быстрее и быстрее. Наверное, я не один такой. Вы тоже замечаете, что время ускоряется? Так и есть, все больше людей замечают, что время стремительно ускоряется. Мне никогда не хватит времени, чтобы переделать все свои дела. Или «куда я трачу свое время?» Подобные фразы мы слышим все чаще и чаще. Несомненно, годы как никогда летят быстрее, и этому явлению есть научное объяснение. Все человечество и каждый из нас меняется, и на это есть ряд причин, связанных с ускорением времени. Люди все чаще стали обращаться к личностному и духовному развитию, потому что все мы стали более осведомленными. В чем же причина? Еще много лет назад ученые сделали вывод о существовании пульса или такта у нашей планеты, который на тысячелетнем протяжении равнялся 7,8 тактов в 1 секунду. Но сердцебиение планеты Земля начало стремительно ускоряться с 1980 года. Сегодня пульс Земли составляет 12 тактов в 1 секунду. Когда же пульс увеличится еще на 1 такт, то есть будет равняться 13 тактам, по мнению некоторых ученых, наша планета остановится ориентировочно на 3 дня. После чего она начнет вращаться в противоположном направлении, от чего произойдет смена магнитных полюсов. Сказать, что же будет дальше, не могут даже ученые. Слушая меня, вы либо считаете вышесказанное очень удивительным, либо просто не можете в это поверить. Я же принимаю оба варианта, находясь как бы посередине. Хотя поверить в смену магнитных полюсов достаточно трудно, я готов отнестись к этому возможному грядущему событию трезво и непредвзято. В свое время, заинтересовавшись духовным развитием, я не раз был свидетелем удивительных событий, происходящих со мной. На основании этого я понял, что нет ничего невозможного, а следовательно нельзя исключить и этот вариант будущего Земли и человечества. Именно с ускорением пульса Земли и связано наше ощущение, что время стремительно ускоряется. Где же связь? Все дело в том, что сутки, воспринимаемые раньше как 24 часа, сегодня мы ощущаем 16 часами. И хотя наш организм все так же отмеряет положенные 24 часа, отсчитывая минуты и секунды, мы воспринимаем длительность суток на 1/3 меньше, чем есть на самом деле. Как бы ни показалось все это надуманным и нереалистичным, в докладах ученых все чаще проскальзывает предположение о том, что нулевая отметка или критическая масса, когда планета перестанет вращаться, будет достигнута очень и очень скоро. Это глобальное событие может произойти уже в течение ближайших 5 лет, о чем есть упоминание и в спорном календаре майя, предрекающем пугающую судьбу человечеству. Самостоятельно изучая данные последних изменений пульса Земли, предсказания майя о будущем человечества, а также анализируя данные последних событий в мире, я, как и миллионы других людей на нашей планете, пришел к выводу, что человечество движется в загадочное 4-е измерение. В 4-м измерении мгновенно проявятся все наши мысли, так же как мгновенно вернется к нам наша плохая и хорошая карма, которую мы зарабатываем своими поступками каждый день. Возможно, именно по этой причине многие из нас практически на подсознательном уровне стремятся к духовному развитию своей личности, все больше отдаляя от себя все материальное и тленное. При этом мы не только испытываем потребность в хороших и правильных поступках, мы желаем как никогда раньше оказывать посильную помощь другим людям. Сегодня объем наших знаний просто потрясает. Все то, что раньше постигалось годами, через изучение и наблюдение за окружающим миром, теперь возможно получить намного быстрее, в течение года или даже за меньший период. Сейчас нам доступно огромное количество духовной информации, которую мы можем почерпнуть из книг или из многочисленных страниц интернета. Благодаря этому мы ощущаем потребность перемен в нашей повседневной жизни, избавляясь от дурных привычек и пагубных пристрастий. Мы встречаемся с людьми, которые, как нам кажется, мыслят и чувствуют в унисон с нами. Мы понимаем, что мы нечто большее, чем просто личность, и это понимание еще больше ускоряет наше личностное развитие.
Переходя из 4-го измерения в 5-е, наша карма вернется к нам раньше, чем можно подумать, так как ускорение времени неизбежно и нулевая отметка все ближе и ближе. Все те, кто не знает о грядущих и существующих изменениях, все те, кто не готов к ним, кто считает, что их плохие поступки сойдут им с рук, все они получат по заслугам. И от этого возмездия не спрячут никакие бункеры. А это значит, что прежде чем мы войдем в новую эру добра и любви, наступит грандиозный хаос, потому что вся отрицательная карма вернется к своим носителям. Покидая разрушительную и тяжелую эру, мы входим в эру любви и добра. В это трудное время многие люди пытаются достигнуть понимания того, что происходит вокруг них, их разумом и чувствами. А ведь решение кроется в том, что надо довериться своему естественному процессу изменения, выкинув все из головы. В этот период приближения к 5-му измерению все наши мысли молниеносно воплощаются в реальную жизнь. То есть люди, живущие с мыслями о безысходности, страхе, трепещущие от ужаса, испытают в своей жизни только это. А те, кто живет с мыслями о счастье и гармонии, наполнят свою жизнь любовью и радостью. Все зависит от выбора. И сделать этот выбор должен каждый из нас самостоятельно, ибо никто другой его за нас не сделает. Как вышесказанная информация повлияла на мою жизнь? Практически никак. Она лишь заставила меня еще раз убедиться в своей правоте, о том, что надо оставаться уверенным в любых обстоятельствах, хотя я и так достаточно уверенный в себе человек. Я всегда пытаюсь обращать искреннее внимание на людей, меня окружающих, события, которые происходят вокруг меня, отчего мои взаимоотношения с близкими людьми становятся еще крепче. Сейчас я трачу большую часть своих денег и времени, что намного ценнее, чем деньги, на помощь менее успешным людям, чем я. Я испытываю истинное удовольствие, делясь информацией с незнакомыми людьми в своих видео. Не меньше положительных эмоций я получаю, читая отклики на мои ролики. В этот удивительный период истории наша планета вместе со всеми ее обитателями изменится до неузнаваемости. В итоге у нас не останется иного пути, как только встать на путь избавления от своих страхов. Время и деньги – это самые значимые страхи в нашей жизни, просто исчезнут. Они больше не будут частью нашего существования. Можете ли вы себе представить реальность без денег и времени? Я отвечу, что для меня это очень трудная в плане осознания вещь, хотя мы живем в самый грандиозный и увлекательный период нашей планеты, и я собираюсь насладиться путешествием, влившись в поток изменений. И очень надеюсь, что вы ко мне присоединитесь. Всех с наступающим Новым годом! Мира и добра всем вам, здоровья вам и вашим семьям! Несмотря на все трудности, которые происходят сейчас в нашей стране, найдите в себе силы любить ближнего, не очерствейте душой своей. Автор статьи Sorcerer. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.